со станции ночью. Пришел тревожный сигнал, шифрованный 1, 2, 3, 4, что означало, что на станции возникла ситуация с ядерной опасностью, радиационной опасностью, пожарной опасностью и взрывной опасностью. Уже со станции стали поступать сигналы о том, что реактор, он, в общем-то, управляем. Операторы пытаются ввести его охлаждение, но, значит, говорили, что там дело плохо. Сразу же по состоянию, по характеру разрушения, мне, например, было видно, что произошел объемный взрыв, и мощность этого взрыва порядка от 3 до 4 тонн тринитротлуору. Работа была организована так, как, знаете, в хорошем научном коллективе. Первое – внимательное изучение информации. Желательно из информации, получаемой из разных источников. Довольно быстро были определены мощности излучения в различных точках. Было видно, что активности вышли наружу для 4-го блока достаточно много. Но первый вопрос, который всех нас волновал, был вопрос о том, работает или не работает реактор или часть его. Мне пришлось на этом бронетранспортере подойти к реактору, разобраться и убедиться в том, что наработки короткоживущих изотопов йода не происходит, и, следовательно, реактор не работает, он находится в подкритическом состоянии. Когда в жизни думал, что мне придется обратиться по существу к мемуарной какой-то части, причем к части трагической, во многом запутанной и непонятной. Политика нашего государства не придавала особого значения развитию атомной энергетики, потому что считалось, что на органических источниках топлива мы все свои промышленные задачи сможем решить. Но когда стало ясно, что развивать промышленность на органических источниках и дорого, да и практически просто невозможно, и что нужно, значит, вводить ядерные источники в эксплуатацию, то делать это пришлось самым таким быстрым темпом. И вот в этот момент была совершена ошибка в подходе в нашем к обеспечению безопасности. Любого технологически сложного и потенциально опасного объекта должен состоять из 3 элементов. Первый элемент – это сделать сам объект, ну в данном случае, скажем, атомный реактор, максимально безопасным. Второй элемент обеспечения безопасности – это сделать эксплуатацию этого объекта максимально надежной, максимально безопасной. Исключить полностью человеческие непреднамеренные, а может быть даже и преднамеренные ошибки тоже совершенно невозможно. Философия безопасности требует обязательно введения 3-го элемента, который допускает, что все-таки авария произойдет. И радиоактивность, скажем, или какое-нибудь химически опасное вещество за пределы аппарата выйдет. И вот на этот случай обязательным элементом является упаковка опасного объекта, значит, в такое устройство, которое локализовало бы аварию, и чтобы при, так сказать, каких-то маловероятных, но все-таки возможных неприятностях, эти неприятности действовали, ну, как в случае, скажем, аварии на шахтах, только внутри самой шахты, не распространяясь на окружающее пространство. Вот это 3-й элемент. Вот в советской атомной энергетике вот 3-й элемент, ну, с моей точки зрения, преступно был проигнорирован. Наверное, это в какой-то степени мой долг рассказать о том, что я знаю, как понимаю, как видел происходящие события. Ну, естественно, по складу своего характера, по многолетней воспитанной привычке, я вызвал машину и поехал. Это партийный хозяйственный актив. Немедленно я покинул актив, сел в машину, уехал к себе в институт. Я пытался найти там кого-то из реакторщиков. С большим трудом мне удалось найти начальника отдела, который разрабатывал и вел станции с реактором типа РБМК, а именно
такой реактор был установлен на Чернобыльской атомной электростанции. Когда я разговаривал с Андреем Петровичем Александровым, он очень долго не понимал, зачем и почему нужен свинец. Ну и вот первые оценки, прикидки, которые были мной сделаны, я пришел, и, значит, первая партия свинца была заказана 200 тонн. И я сказал Борису Евдокимовичу, что 200 тонн, конечно, никаких проблем не решает. По-настоящему нужно было бы, не страшно эту цифру было называть, 2000 тонн свинца ввести в чрево разрушенного реактора. Значит, он выслушал меня. Мне казалось, эта цифра очень большой и трудной для государства за какие-то сутки доставить, там двое суток, скажем, такое количество. И как потом узнал я спустя сутки, он тут же заказал 6000 тонн свинца, потому что полагал, что, может быть, и в расчетах мы ошибаемся, и считал, что в данной ситуации лучше избыток. Решение-то по этой схеме принималось прям 26-го вечера, а реализовывалось оно с 26 и по 2 мая включительно. Вот основной период, когда осуществлялся очень интенсивный заброс всех материалов. Вертолетчики нашли способ действий своих очень такой эффективный, что ли. Расположив наблюдательный пункт на крыше здания райкома партии в городе Припять, оттуда они наводили на цель экипажи, которые находились над 4-м блоком. Я должен сказать, что эта работа, в общем-то, была небезопасной, потому что нужно было зависеть, сбросить большую тяжесть, уйти вовремя, не получив избыточных доз излучения, и главное попасть в цель. Вот все это было отработано. Если мне память не изменяет, цифры были такие, значит, десятки тонн в первые сутки были сброшены, значит, сотни тонн потом пошли вторые, третьи сутки. И, наконец, майор Антошкин, он как-то нам на правительственной комиссии вечером рапортовал о том, что за одни сутки было сброшено 1100 тонн материалов. После 2 мая заброс был прекращен, несколько дней была пауза. Затем где-то после 9 мая, когда при облетах 4-го блока было обнаружено пламенеющее пятно, значит, то ли графитовой кладки, то ли какой-то металлической конструкции, достаточно высокотемпературная, туда было сброшено еще 80 тонн свинца. Это был последний массированный сброс материалов в зону 4-го реактора. Правительственная комиссия первого состава выехала, но меня и Сидоренко оставили для того, чтобы я заканчивал работы по дезактивации. На наиболее загрязненных участках это, конечно, прежде всего механический сбор наиболее зараженных частиц. Этот механический сбор при разных попытках использования, скажем, роботов, закупленных в том числе и ФРГ, значит, оказался неудачным. Поэтому в конечном счете наиболее удачным способом оказались, скажем, бульдозеры дистанционно управляемые или просто бульдозеры, скрейперы, такие наши обычные, значит, обычная техника, кабина которых была надежным образом освинцована, и водитель защищался, находясь внутри кабины. Вот на первых этапах это оказалось наиболее эффективным способом, когда с помощью обычной техники, но при надежной защите человека, находящегося, управляющего этой техникой, удалось собрать и захоронить наиболее грязные частицы, наиболее, так сказать, опасные загрязнения. Химические составы, наиболее интересными из них оказались составы, предложенные корреспондентом Виктором Александровичем Кабановым, испытанные ранее в районах полевых бурь в Средней, скажем, Азии. Составы, которые способны были закреплять частицы почвы, но в то же время пропускать влагу и позволять подпочвенному слою жить нормальной жизнью. Вот эти испытанные составы оказались удачными. Самые тривиальные методы очистки имели тоже большое значение. Постоянное мытье дорог, создание пунктов дезактивации техники и людей. Это все по мере развития событий становилось все более широко используемым и все более организованным. Евгений Павлович Велихов, видимо, насмотревшись кинофильма «Китайский синдром», приехал с опасением, что эти фарбатеры нижний и верхний будут проплавлены, и что, значит, какая-то часть топлива может попасть в землю и дальше, проплавляя землю, дойти до водоносных слоев. Водоносные слои под Чернобыльской атомной станцией
и в этом смысле она, видимо, была очень неудачно поставлена, располагались на глубине 32 метра. И, конечно, даже если какая-то часть только топлива попала бы, значит, туда, то возникла угроза бы заражения достаточно большого бассейна, питающего заметную часть Украины радионуклидами, находящимися в этой массе топлива ядерного. Вероятность такого события представлялась чрезвычайно малой, но, тем не менее, как превентивную меру, после некоторых колебаний все-таки приняли. И хотя большая часть специалистов, конечно, сомневалась в необходимости крупномасштабных работ такого сорта, тем не менее Евгений Павлович настоял на том, чтобы, так сказать, вот нижний поддон под фундаментной плитой реактора был сооружен. Для этого очень активно работали шахтеры. Кроме того, периодически проводящаяся смена состава правительственных комиссий приводила к тому, что, скажем, один состав закажет какое-то количество реагентов, сорбентов, нужных материалов, а вторая команда, приезжающая, начинает действовать по несколько другой схеме, и на приемных транспортных путях скапливалось достаточно большое количество неразгруженных вагонов. Стали возникать такие материально-хозяйственные вопросы. Мне было ясно, что предстоит провести огромное количество необычных работ по сооружению укрытия 4-го блока. Просчитывались различные инженерные варианты, а мы уже там на месте начали просчитывать первые варианты сооружения купола над разрушенным блоком. Впоследствии эта работа была поручена заместителю председателя Совета министров товарищу Баталину, а впоследствии само сооружение было поручено Министерству среднего машиностроения. И все это было сделано, конечно, во имя того, чтобы увеличить производительность труда, больше швов варить, и такая халтура, которая просто поразило, я помню, наше воображение. Случай, например, на Польской атомной станции, когда в главный трубопровод, наиболее ответственный трубопровод, значит, по сварному шву, вместо того, чтобы нормальным образом осуществить сварку, сварщики заложили просто, значит, электрод, и потом слегка его приварили. И, конечно, это могла быть страшная авария, разрыв большого трубопровода, значит, ВВРовского аппарата, это самая крупная авария с полной потерей теплоносителя, с расплавлением активной зоны и так далее. Хорошо, что персонал, как мне говорил потом директор Кольской атомной станции Волков, был так вышкален, чтобы быть внимательным и, значит, точным, потому что свищик первый, который был замечен оператором, его ты в микроскоп не видишь. Помещение шумное, каких-то звуковых сигналов тоже можно было не услышать. Тем не менее, этот оператор был настолько внимателен, что заметил аномалию на этом основном сварном шве. Начались разбирательства, выяснили, что это просто халтурно была. Значит, ответственный трубопровод халтурно заварен. Стали документацию смотреть, там вроде подписи есть. При проверке документации оказалось, что и подписи, не только подписи сварщика есть, что он качественно сварил шов, но и подписи гамма-дефектописта, который проверил этот шов которого не существовало в природе. Потом проверялись на многих станциях эти же участки, эти же сварочные швы, и не везде все было благополучно.